Я нахожусь в центре города Воркута за полярным кругом, и я хочу поснимать про этот город. Хочу поездить по старым заброшенным поселкам вокруг города шахтерским. Некоторые из них были оставлены совсем недавно. И посмотреть на места, на квартиры, где когда-то жили люди. Сейчас я нахожусь в старом заброшенном поселке Советский, но отключили его от сети отопления и электричества только зимой 2021 года. То есть последние жители отсюда ушли совсем недавно. Здесь есть разные дома, и период их оставления отличается, поэтому есть как и сильно заброшенные квартиры, есть и не сильно заброшенные, то есть степень сохранности разных объектов здесь отличается. Сейчас я иду по такому старому заброшенному магазину, не знаю, может, по меркам этого поселка это был даже супермаркет, но здесь практически ничего не осталось, вот просто какая-то старая мебель, стены уже облупились, стекло валяется. В общем, сейчас пройду здесь, посмотрю, что здесь еще интересного осталось. Выглядит это, конечно, все запредельно постапокалиптично. И здесь так тихо, что мне кажется, что я последний человек на Земле, который просто ходит по руинам цивилизации. Вот одна из заброшенных квартир, по всей видимости, оставленных очень давно. Здесь уже сыпется потолок, в некоторых местах он просто провалился. Мебели здесь вообще никакой не осталось, просто следы штукатурки, куски кирпичей, оконные рамы. Видимо, это здание было заброшено еще задолго до того, как этот поселок оставили. Здесь такой довольно жесткий спуск, потому что обвалился чердак, обвалилась крыша. Так все подзавалило. И просто ступеньки, их нет, они ушли под этот. В общем, они засыпаны какой-то землей, я не знаю, откуда эта земля взялась. Если посмотреть, здесь во дворах валяется очень много всяких личных вещей, людей, которые жили в этих домах. Поселок оставили совсем недавно, но мародеры не дремлют, и они уже как бы здесь орудуют вовсю. То есть выбрасывают мебель из окон, все ценное, спиливают батареи и так далее. Даже только что я проходил, была разрыта огромная яма, и оттуда вытащили водопроводные трубы, то есть будут их сдавать, видимо, на металл. Дом весь черный, то есть видно, что он недавно горел. Из-за пожара, видимо, провалились, прям полностью провалились пролеты с крыши до самого низа. И такой сгоревший дом здесь не один. Я вот смотрю в окно и вижу здесь еще несколько таких домов, пятиэтажек, блин, полностью сгоревших. Я не знаю, это случайно так, может они загорелись, или кто-то не уследил за огнем, или кто-то, блин, специально просто по фану поджигает целые дома. Ну, наверное, наблюдать за этим довольно весело. Ребята, как вы знаете, около 30% видео на моем канале заблокировано Роскомнадзором, и проблема блокировки становится все более широкой. Сегодня я хочу предложить вам решение. Это VPN-сервис Surfshark. С его помощью вы сможете смотреть видосы на моем канале, которые заблокированы, и главное, не только на нем. Уезжая в путешествие, вы всегда будете иметь надежного помощника. Например, в части Турции заблокирован сайт booking.com, и без хорошего VPN забронировать себе хостел или гостиницу просто не получится. Surfshark можно использовать сразу на нескольких устройствах одновременно, например, на смартфоне, компьютере, и даже на смарт-телевизоре и Sony PlayStation. И все это за одну подписку. Сервис не снижает скорость интернета и надежно защищает ваши данные во время путешествий. В поездках часто приходится подключаться к публичному Wi-Fi, через который ваши данные могут быть скомпрометированы. Surfshark шифрует ваши данные, и даже если их украдут, ими не смогут воспользоваться. Помните, что бесплатный VPN может быть опасен. Surfshark же придерживается политики никаких логов, то есть не собирает никаких данных о вас. Переходите по ссылке в описании под видео и получите скидку 83% по промокоду Бондарев и бесплатных 3 месяца использования в подарок.
что вообще интересует мародеров, что они забирают помимо мебели, ну и там железа. Вот здесь, например, полностью сняты полы. То есть деревянные полы, это уже не первое здание, в котором вижу, просто снимают полы. И не знаю, и куда-то их увозят, я не знаю, что делать можно со старыми полами. Ну, по идее, это древесина, так что применение найти можно. Вот здесь квартира на 5-м этаже, вообще просто отлично сохранилась. Здесь дофига вещей, мебель, обои на стенах. Такое ощущение, что, ну, люди съехали отсюда совсем недавно, и при этом они все оставили здесь. Все, ну, не на своих местах, все, конечно, перерыто. Но, блин. О, ни хрена себе! Биология, 6 класс. У меня такая же книжка была, когда я в школе учился. Охренеть. Надо проветрить здесь часов. Я уже несколько часов брожу здесь по квартирам и стал ходить так медленно, все медленно осматриваю. И это сродни какому-то чувству медитации. Я погружаюсь куда-то в чистого наблюдателя и пытаюсь понять, как жили эти люди, что им нравилось. Там поднимаю кассеты с фильмами, с музыкой и так далее, и пытаюсь подумать и вспомнить, смотрел ли я что-то из этого, какое-то необычное чувство, очень странное, но мне кажется, такое человеческое, то есть любой человек на моем месте примерно бы то же самое делал. И это вот одна из таких каких-то форм коммуникации, когда ты там по предметам, да, по эмоциям, эмоциональным ощущениям от предметов пытаешься понять, что это был за человек, и, наверное, насколько он был на тебя похож. Нашел альбом со старыми какими-то фотографиями. Здесь такая фотография молодой девушки и очень трогательная надпись. Вот здесь наполовину она затершаяся. Написано: «Учись, Толя, мечтай о самом лучшем. Большая сила – мечта. Человек без нее – ничто». Мозаика из воспоминаний чужих людей. Чувствую себя таким то ли детективом, то ли сталкером. Это уже одно из зданий в поселке Комсомольский, который начали расселять тоже совсем недавно. Здесь я посмотрел некоторые дома, у них даже сохранились стекла. То есть по дому видно, что его отключили от электричества и так далее. Но, ну и что там уже никто не живет, и при этом мародеры, которые уже начали орудовать в поселке, судя по местной прессе, еще не добрались до этих квартир. То есть, по идее, квартиры там в отличном состоянии, целые, с вещами людей и так далее. Не знаю, получится ли зайти в них и посмотреть. Наверняка эти квартиры многие еще закрыты, то есть не взломаны, как в других поселках. Но вообще часть этого поселка, если смотреть вот эту часть именно и вот это именно здание, то по нему видно, что оно было расселено очень давно. Здесь провалилась вот так крыша. Здесь тоже дворец культуры, какое-то местное училище. И все это пустующие здания. Дом культуры в поселке Комсомольский, точнее то, что от него осталось. Я иду сейчас там, где должны были быть ряды кресел, где сидели зрители, но кто-то их все сломал, скинул в одну кучу и поджег. Соответственно, все здание такое прокопченное, и, собственно, можно видеть, что от него осталось.
А вот что происходит с комнатами, когда крыша прохудилась, вовнутрь начинает заливаться вода, иногда туда заносит с улицы пыли и начинает расти сначала мох, а потом маленькие деревца, и постепенно природа забирает свое, уничтожая целые здания, которые когда-то построил человек. Ходишь среди всех этих заброшенных зданий, и кажется, что в них никто не живет, но позади меня вот стоит вышка сотовой связи, она действующая, здесь есть 4G интернет, и буквально только что внизу проехал автомобиль, а во дворах домов стоит несколько машин, то есть несколько квартир в этих домах все еще заселены, там живут люди, несмотря на отсутствие инфраструктуры, то есть здесь нет продуктового магазина, и получается люди ездят за 15 километров в город Воркута за продуктами. Вот сейчас я иду по поселку, здесь дом заброшенный, я в него заходил, там все разграблено, срезаны батареи, все раскидано, но я наткнулся, вот горит свет в окне, и, соответственно, там кто-то живет, висят шторы, видно, что квартира ухоженная, и рядом стоит автомобиль, значит, человек сюда приезжает, ну, и продолжает здесь жить. Здравствуйте. А кто там еще? Батя. Местные ребята пригласили меня к себе в гараж, здесь они тусуются, проводят свободное время, и по сути это последние жители этого поселка Комсомольский. У них, в общем, есть мотоцикл Минск, сейчас мы его заведем и попробуем прокатиться. Здесь они тусуются, потому что в квартире бывает холодно, а здесь у них стоит печка-буржуйка, они ее топят, и здесь, в общем, довольно тепло и кайфово. Ну, сейчас пока лето, я тут часто зависаю, потому что отопления нету, дома холодно. Печку натопил, вон, все. И... А дрова где для печки берете? Тут же тундра одна. Ой. Где дрова берем? Ты видел, сколько куб дров стоит в России? Сколько? У нас куб дров стоит 3000, в России где-то 12-15, вот так вот, за куб дров. Хотя у них деревья растут, а у нас нет. Но поселке-то нету работы, все везде ездят куда-то. Где еще людям работать? Негде. Ну вот ближняя вот шахта Комсомольская, все. На почте там пару человек, и то они не местные. Сами сюда ездят. А есть здесь какие-нибудь перспективы вообще? Никаких. Почему? Ну, угадай. Я не знаю. Какие тут перспективы могут быть на поселке, который закрывается? А в Воркуте? В Воркуте еще есть. Не знаю, как сказать. Она, Воркута сближает людей. Тут, не знаю, как все как братья, блядь, друзья. Как это, Саня, как это назвать-то? Вот ты взял, уволился с работы, блядь, приехал в Воркуту к друзьям. Приехал в столицу. Ну, столица мира, блядь. А в каком смысле сближает? Как это проявляется? Ну, потому что холод, пурга, морозы, блядь. В любой момент все, каждый друг другу помогает как-то. Ну, не знаю, в России нет такого. В общем, мы зашли в одну из квартир, и здесь видно, что очень много бухали. Целая коллекция стоит бутылок разных. Вот. Ну, короче, состояние здесь, в принципе, и как во всех других поселках, то есть все разворовано мародерами, окна разбиты. Не знаю, наверное, самые ценные вещи забрали, батареи вон спилили. В общем, ничего такого здесь не осталось. Выходной, вот полочка стояла с алкоголем. Пиздец поселку, что даже магазина нету тут уже. А как продукты вы закупаетесь? Мы ездим на такси в соседний поселок.
А сколько такси стоит туда? 200 рублей. 200? И Ну, как туда часто 200, ездите? обратно 200, вот тебе 400. Часто так ездите? Ну, пока лето, могу мотоцикл завести, поехать. А так, ну, на такси. Вот эти вот дома 20-е, да, в этом году обещают переселить. Наши вот эти вот там дальше, зеленые там. Это только через год-полтора там обещали переселять. Начать переселять. Закатывался легче. Сюда. Во. Пошел. Переднего тормоза нет. Короче, сейчас попробуем прокатиться. Газу, газу! Я нахожусь сейчас в огромном советском здании. Местные почему-то называют его Пентагон. Это большой жилой комплекс, но несмотря на то, что это огромное здание, здесь живет всего человек 60. Сейчас я хочу пройтись по зданию, по его коридорам и вообще посмотреть, как это все выглядит. Как я понимаю, в этом доме даже есть некоторые этажи, полностью нежилые, то есть где ни одна квартира не заселена и никого нет совершенно. Это крыло освещено, потому что обычно света нет, потому что здесь вот в конце есть жилая квартира. А вот пример, например, двери, которая заварена. И почему-то весь потолок здесь как-то очень странно закопчен, как будто бы здесь был пожар. Очень многие люди в Воркуте продают свои квартиры задешево, 1050 рублей, а иногда и просто отдают их даром, все потому, что они переезжают, а квартира остается на них висеть, и им приходится каждый месяц платить за коммуналку, за отопление, тысяч по, не знаю, по 8-10, ну, зависит от квартиры. Это дверь в шахту лифта, то есть здесь сломался лифт, и шахту лифта забили, закрыли вот такими дверьми, видимо, для того, чтобы никто туда случайно не провалился. Здесь по двум сторонам коридора заколоченные заваренные двери квартир, то есть никто здесь не живет. Места, где должен стоять счетчик, они просто, счетчики эти вырваны, и здесь вот это крыло здания, видимо, полностью обесточено. И здесь полный раздрай, полный бардак. Это просто, ну, жесть. Весь потолок паленый. Не знаю, видимо, тут был пожар. Нахожусь практически в центре Воркуты, и здесь разворачиваются драматические события. То есть горит целое здание заброшенное. Насколько я узнал у местных, здесь такое случается часто. И при мне это не первый пожар в Воркуте. Вот сзади меня пожарная машина. Друг на друга кричат пожарники. Видимо, очень интенсивный там пожар. И у них никак не получается его потушить. И вот они его тушат. Много детей, они на все это смотрят. И я не знаю, кто виновник пожара, но МЧС. И вот пожарникам приходится жестко работать. Сейчас выдергивают дверь, прямо вот открывают, потому что дверь в эту заброшку заблокирована. Не знаю, как там начался пожар. Видимо, как-то кто-то туда залез. Вот чувак прямо сейчас при мне ломом открывает дверь. И, видимо, нужен доступ в здание для того, чтобы потушить. Вот местный пацан знает, как зайти, короче, туда. Говорит пожарнику, что нужно просто отодвинуть дощечку и можно войти, ничего не ломать. В общем, местные, короче, знают, что делать здесь. Да, сначала один раз машину там
подожгли. А сейчас снова подожгли. Вот, всех просят отойти сейчас. А то пацаны здесь прямо в эпицентре пожара, и они здесь толкаются. Это просто что-то с чем-то. Там котята и кошка одна. Они там жили? Они застряли, и там еще собака. Там еще умершая собака. Пацаны, там Что, пожар. они успели выбраться? Думаю, нет. Да. Они там просто застряли, их придавило. А как они застряли? Они лазили, и там дверь на них упала. Она придавила чуть-чуть. Там пожар сзади. А что, им никто не помогал? Нет, люди просто проходили. Я нахожусь в самом старом микрорайоне города Воркута, микрорайоне Рудник. Именно отсюда когда-то начинался город Воркута. Сейчас же здесь стоят вот такие старые дома, заброшки. В основном в них тусуются подростки, а сам микрорайон местные жители используют как какой-то парк, то есть просто здесь прогуливаются в свое свободное время. Дома пустеют, а потом дом отключают от коммунального отопления, там, да, от электроэнергии, и все, и дом остается вот так вот заброшен. И, возможно, такая участь ждет всю Воркуту. Кто-то говорит, что, возможно, переведут на вахтовый метод город, ну, когда совсем жителей не останется. В общем, никто не знает, что будет. Кто-то говорит, что плохо управляющая компания управляет этими угольными шахтами. Кто-то говорит, что не актуален уже уголь, потому что есть газ, нефть там и другие альтернативные источники энергии. Ну, в общем, факт остается фактом. Город постепенно пустеет и превращается вот в такой вот просто скелет из опустевших зданий. Я вот люблю Воркуту, я живу здесь, я работаю здесь. Воркута прекрасный город. Сейчас я нахожусь в центре города, здесь люди гуляют, есть кафешки, рестораны и так далее. В общем, несмотря на то, что люди отсюда довольно массово уезжают, находятся и те, кто сюда приезжает в поисках работы и так далее. Я скажу, что здесь можно жить, здесь есть люди, недовольные своей жизнью, есть люди, довольные своей жизнью, ну, впрочем, как и везде. Так что пишите в комментариях, смогли бы вы жить в Воркуте, что думаете вообще про это все, про заброшки и так далее, сколько еще Воркута протянет, и, соответственно, увидимся в новых приключениях. Всем пока!